Здравствуйте, друзья! Я очень рада вас приветствовать на YouTube-канале по вязанию. Зовут меня Лара. И в этом видео я хотела бы с вами поделиться своими новостями, чем я занимаюсь, увлекаюсь сейчас, какие процессы у меня в работе. Надеюсь, что мои идеи вас вдохновят, понравятся вам. И вы тоже будете вязать с удовольствием, с настроением. И давайте приступим. Самое интересное сейчас в работе у меня находится эта футболочка, да, на круглой кокетке. Вот с таким интересным узором. Вдохновилась я еще зимой. Видела на канале у Татьяны «Печем и вяжем» из Финляндии. Я вам ссылки все оставлю под видео. Вы сможете пройти посмотреть на все эти модели, которые меня вдохновили, которыми я загорелась. И вот у Татьяны я еще зимой увидела, она вязала футболочку тоже на круглой кокетке, которая идет ажурным узором. Далее по кокетке жаккардовая вставка. И обработаны горловина, низ, рукава вот такой вот ажурной резинкой. Так, вот так, наверное, будет лучше видно, да? Вот такой вот ажурной резинкой. У меня уже есть видео, как вязать такую резинку на канале. Я тоже вам оставлю ссылки. В общем-то, я вдохновилась, но эта модель не совсем как у Татьяны будет. Это будет нечто такое, кокетка немного по-другому связана. Вот такая вот ажурная кокетка. Однажды, проснувшись утром, я увидела в Инстаграм у одной девушки необыкновенно красивую кофточку. Вот с такой вот ажурной кокеткой красивая. Я все бросила, кинулась вязать образец. Настолько меня это впечатлила модель. Мне показалось это необыкновенно красивой, но пряжа у нее другая. В общем-то, я думала, что я буду вязать вот такую модель. Но на круглой кокетке я спицами вяжу впервые. У меня есть работа сверху вниз круглая кокетка, но крючком. Это японские лилии. Немного позже я вам в этом видео еще тоже о этой работе расскажу. А вот именно спицами, как делать расчет, как правильно эту рассчитать кокетку, я вот эту модель я вяжу впервые. И, в общем, отвязав вот такой вот образец красивый, я, честно говоря, немного, можно сказать, запуталась в расчетах, потому что вот по окончанию кокетки у меня получалось одни размеры, и сходилось это в горловину, но при этом в горловину моя голова никак не пролазила. Вот. То есть я, так и не поняла, как, видимо, может быть, там другая пряжа, или как-то я не так рассчитала, или, может, в общем, я не смогла вот понять, как это сделать, и, в общем-то, я решила скомпилировать эти две модели. То есть у меня кокетка будет не такая, как у Татьяны в той модельке, которая я вот будет с жаккардом, да. То есть это что-то усредненное, вот с такой вот, с таким рисунком. Вот так вот это получается у меня. Надеюсь, что это у меня в конце концов получится, потому что на самом деле долго меня не было на канале, потому что я постоянно вот с этой моделью ее распускаю, перевязываю. Уже, наверное, это пятый раз у меня. Пятый раз вот что-то такое происходит со мной. Ну, надеюсь, это уже будет окончательный вариант. В общем-то, получилось мне набрать вот здесь вот 200 петель. Вот 200 петель. Я на себя не примеряла, но я, в принципе, ношу. Мне нравится открытая вот зона декольте, широкая горловина, тем более это летняя модель. Вот. И
Как-то я вот перерисовала вот эту схему. Что-то у меня, ну, немножко у меня будут меньше вот эти листочки. И спиц у меня здесь 3,5, а здесь 3. То есть оно немного стало такое более компактное. И ниже тут вот я планирую связать жаккард. То есть вообще и первый раз буду вязать жаккард, и первый раз кокетка спицами. Надеюсь, все-таки время будет потрачено не зря, потому что все-таки действительно очень много времени. Получается обидно, когда приходится распускать. Ну, такова наша судьба вязальщиц, да? Не всегда все получается с первого раза и гладко. В общем, вот такая красота у меня. С удовольствием я занимаюсь. Хоть и пришлось мне немножко с этим помучиться, да. Это пряжа. Очень приятная пряжа. Это 100% хлопок. Yarn Art Ideal. В 50 граммах здесь 170 метров. Белый цвет это 220. И такой вот розовый цвет это 230. Это очень такая приятная пряжа, но она не тоненькая. И вот здесь у меня, ну, наверное, вот, наверное, 1,5 мотка, да, вот оно такое вот увесистое получается. Но при этом, конечно же, 100% хлопок, он чувствуется. Это очень такая пряжа. Такая она мягенькая, гладенькая. В общем, приятно работать. Хоть, конечно, вот и распускаю и перевязываю. Ну, надеюсь, как говорила моя учительница по математике, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вот. А вот это, конечно, полностью связать такую модель мне тоже очень хочется. Очень красиво получилось у этой девушки. Вы тоже пройдите, пожалуйста, посмотрите, там и схема дана, и она описывает, как она вязала, но там другая пряжа. И, конечно, выглядит просто потрясающе, очень красиво. В общем, я надеюсь, что я и такую тоже кофточку себе свяжу с таким узором. Разберусь, в чем же все-таки загадка, почему вот по кокетке, по груди должно... Ну, как бы, да, оно должно совпасть, и голова должна пролезть. Ну, вот что-то надо там подумать. И тут еще вот меня тоже немножко остановило вопрос ростка, да. То есть там вот у этой девушки, у нее как-то вот эти вот листочки и дальше идут после кокетки прямо. И если вывязывать на высоту азиатскую пройму, то слишком она, наверное, ну очень большая, да, тут больше 10 сантиметров. А как если круглая кокетка и не азиатская форма, тогда не азиатский росток, тогда как-то надо подумать, как это делать по кругу. В общем, немного я до конца не могла для себя решить, как мне сделать тут и росток, чтобы он был нормальный, да, и чтобы у меня совпал объем моей модели по груди, и при этом горловина тоже была хорошей, свободной. Ну, все-таки это летнее изделие, не хочется под горло совсем утягиваться. А в этой модели здесь, ну, с ростком тут проще решается. То есть тут будет кокетка будет продолжаться жаккардовой вставкой, а после нее уже можно провязать азиатский росток, сантиметров 5, наверное. Просто вот у меня будет переходить из белого в розовое, вот, розовое жаккардом, а потом тело будет связано тоже из розовой пряжи. А низ изделия уже тоже будет белый. Там тоже по низу будет переходить из жаккарда бело-розового в белый. И в рукавах тоже будет отделка. Ну, надеюсь, в общем, эта модель у меня должна получиться. Вот эта красота. И потом я, конечно же, вам расскажу. Но это уже, наверное, не будет мастер-класс, просто будет видеоописание, потому что все-таки я вяжу первый раз, и чтобы давать мастер-класс, это надо очень хорошо владеть вопросом, всеми нюансами.
какими-то спорными моментами, да, как их решать. Ну а так вот, конечно, вот в формате видеоописания я обязательно вам эту красоту всю расскажу, покажу. Надеюсь, что она у меня получится. Так, теперь немножко это в сторону. И да, вот не сказала я по спицам. Горловину я вязала на спицах 2,5. Немножко оттеняет узор. Вот такой рисунок, ажурная резинка такая. Вот. И дальше я перешла на спицы номер 3. Жаккардовую кокетку планирую вязать на спицах 3,5. И дальше потом я перейду опять на спицы номер 3. Ну и, конечно же, обработаю на 2,5. Вот так. Такая прелесть получается. Вторая работа у меня это такая кофточка крючком. Так, вот я подложила сюда черную маечку, чтобы вам было виден узор. Это всем известный, знакомый узор. Это японские лилии крючком. И пряжа у меня Alize Angora Gold. Я покупала эту пряжу совсем недавно и совсем под другой проект. Я связала образцы для того жакетика. Тоже я ставлю вам фото, какой я хотела кофточку вязать. Но образец мне совершенно не понравился. И было еще довольно-таки прохладно. Отопление отключили. И я как-то соскучилась по крючку. И давным-давно я хотела себе кофточку вот таким узором. Ну, в общем-то, я решила пряжу пустить на вот эту вот модель. Таким узором я уже вязала летнее изделие. Это была футболочка, связанная сверху вниз крючком. Это было еще до открытия моего канала. Там была использована пряжа лен плюс хлопок. Эту модель я ношу с огромным удовольствием уже пару лет или больше. В общем, очень хорошая модель, несмотря на то, что это крючок под маечку летом в жару. Ну, очень хорошо все это телу носится. Об этой модели уже знают все давным-давно, но если вы еще до сих пор ее не связали, то вяжите, потому что это действительно очень красивый узор, смотрится просто необыкновенно красиво. И в этот раз я вяжу кофточку, получается, снизу вверх. И я сначала связала вот образец, да, такой, померила, что на мой объем мне надо 28 раппортов. Вот я когда довяжу, уже буду более подробно рассказывать про эту кофточку. То есть я набрала, вот она мне получается не сшивная, то есть я набрала полностью весь объем, да, вот, и вязала прямо до проймы. И вот я уже довязала до проймы. Вот оно у меня для съемок стол небольшой. Ну, в общем, вот так вот, да. И тут дальше я уже раздельно буду вывязывать проймы и горловины. Вот я уже одну полочку почти я ее довязала. Надо сказать, что схемы очень, ну, точные. И вот пройму я вывязываю по этим схемам. То есть, ну, мне подошло нормально. Все у меня получается хорошо. Я с этой пряжи Angora Gold работала совсем немного. Я связала шаль, если вы смогли видеть. У меня есть видео из Angora Gold Ombre Batik. Вязала я ее зимой еще. У нас даже были отключения света, можно сказать, практически в темноте. Но вот впечатление у меня как-то о ней более лучше, чем вот об этой вот Angora Gold. Я не знаю, может быть, это скрутка как-то другая или что. Ну вот как-то с этой
Немного в крючке сложновато мне почему-то было. Вот. И немного вот из того, что пряжа такая пушистая, ворсистая, немного забивается узор, да, вот. Но тем не менее все равно мне нравится, что получается. Получается такое, конечно, полотно на тело, даже просто под маечку его сложно будет носить. Это надо под какие-то блузочки, рубашечки. Но все равно очень красиво и вяжется очень легко. Я тоже планирую снять мастер-класс, как по вязанию этого узора в ближайшее время. Возможно, кто-то вдохновится и тоже захочет связать так же, как и я, кофточку. Ну, принцип как бы понятен, да. Вот оно, не сшивное, полностью идет вверх. Тут потом разделение на полочки. Вот, потом будет обвязка всех срезов. И отдельно будут вывязываться рукава и пришиваться. Красиво. Я вот вынесла на балкончик тут. И при дневном освещении вообще, конечно, хорошо смотрится. Так что вот такая у меня сейчас в работе модель. Так. И еще у меня в работе две модельки. Как вы думаете, что это? Ну, конечно же, носочки. Так, вот такая красота. Конечно, хоть уже и близится лето, но носочки это, понимаете, это наркотики. Хоть и летом, хоть и зимой хочется их вязать с удовольствием. Работа такая маленькая и приносит и удовольствие, и результат очень быстро. Это пряжа. Тоже из последней закупки. Это Alize Artisan, цвет 9006. И вот смотрите, как он раскладывается, да. Вот такая прелесть получается. Вот такой вот шоколадный оттенок. С такими какими-то сливочными, фисташковыми и мандариновыми такими переходами, да, вот такая красота получается. Оказалось, что очень близкая подруга будет проездом в городе, в котором я сейчас нахожусь. И, конечно же, вот мне захотелось ей подарить вот такие прелестные носочки. Я отложила все свои процессы, конечно же, и бросилась вязать. Вот у меня уже 1,5 носочка связано. В общем, вот так вот выглядит это самый обычный носочек на 38 размер. Набирала я 68 петель, вязала тут 10 сантиметров резинка 2 на 2. Ну, как я все люблю, да. Набор у меня немецкий витой, резинка 2 на 2. Эти видео вы уже наверняка успели посмотреть у меня на канале, как это у меня все происходит. Укрепленная пяточка французская. В общем, такая вот релаксирующая, приятная у меня работа. Вяжу с удовольствием. И очень такие мягенькие получаются, приятные носочки. Такой будет у меня подарочек для моих друзей. Потому что лето туда-сюда раз и промелькнет. Ну, а для вас вот тоже, наверное, будет интересно, как раскладываются цвета в палитра в номере 9006. Ну, я довольна. Хоть я вот и выбирала моток, он мне тоже понравился. И когда пришел, и как вот получаются носочки, получается очень симпатичненько. И следующая работа, которая сейчас в моих процессах, это тоже вот такие чудесные носочки. Вот с таким же узором, который я уже тоже успела снять. У меня видео есть, как провязать вот эти элементы.
Единственное, в том видео расстояние между этими элементами 2 изнаночных, а в носочках у меня 3 изнаночных. И я по этим носочкам снимаю мастер-класс подробный, потому что предыдущий мастер-класс нашел большой отклик в ваших сердцах. Мне очень приятно, что моя работа прошла не зря, и очень много лайков получил мой предыдущий мастер-класс носочков с узором оливки. И я вдохновилась и решила для вас сделать еще один мастер-класс вот с этим вот узором, который мне тоже давно я на него смотрела в Инстаграме. Там одна моя подруга из Норвегии вяжет варежки и носочки. У нее идет резинка вот из этих элементов, и дальше идет жаккард. В общем, жаккард я только учусь вязать, и эта резинка мне показалась это необыкновенно красивое сочетание. И, в общем-то, вот я теперь хочу и с вами поделиться. Ну, это без жаккарда, пока просто вот с таким рисунком. Ажурные такие носочки нарядные получаются. В общем, будет подробный мастер-класс. Вот с такой вот интересной пяточкой. Это тоже укрепленный узор. Французская пяточка. Резинка 1 на 1 здесь со скрещенной лицевой. В общем, тоже будет очень подробный попетельный мастер-класс. Вот так это выглядит. Эта пряжа тоже Alize Artisan, цвет розовый, 178. Да, 178 с такой вот этикеткой. Красивая пряжа, но почему-то в этом цвете она какая-то суховатая. Мягкости в ней, ну, не знаю, нет. Она какая-то вот... Наверное, я так думаю, что это связано с окрашиванием. Видимо, как-то вот эти цвета влияют, эти краски влияют на качество пряжи. И она такая, ну, колючеватая, суховатая. То есть даже вот эти вот носочки другие, они более мягенькие и более такие приятные на ощупь. По тактильным ощущениям, да? Вот, ну, ладно, будем вязать такую красоту, из чего есть. В общем, тоже в ближайшее время ожидайте, будет такой вот замечательный попетельный мастер-класс. Вот такие мои на сегодняшний день процессы. Всем этим я занимаюсь с удовольствием. То одно вяжу, то другое. В общем, такая вот... красота, не бездельничаю, тружусь, вот и поделилась с вами своими новостями. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Надеюсь, вы тоже вдохновитесь и будете вязать с настроением. Всего вам доброго, спасибо вам за внимание, за поддержку моего канала. До новых встреч. Пока-пока.